Уже почти месяц работаю над модификацией лодки. Пилю, строгаю. Ну, решил заснять момент. Здесь у меня уже стоят паёлы. Я их покрасил. Это у меня складное дно. 4 части. 4 части паёл. Нешлифованная фанера. Покупал в Мегастрое за, по-моему, 850 рублей. Яхтный лак. Банка 500 рублей. Лист фанеры 1,5 на 1,5. Но я сделал 4 части. У меня ширина лодки здесь 83, и длина каждой паёл я делал по 45 сантиметров, чтобы потом крайние боковые направляющие рейки, специально вот купил такие вот П-образные профиля, они как раз, внутренняя сторона у них 1 сантиметр, а фанеру я брал 8. То есть она как раз вот сюда входит. И делал длину по 45 сантиметров, чтобы вот это вот у меня направляющая, она сразу занимала центральный сгиб и 2 боковых сгиба. То есть они у меня эти по 45 сантиметров. Боковая направляющая с обоих сторон лодки будут фиксировать центральную и 2 боковых. То есть 3 сгиба они сразу фиксируют. Поэтому делал по 45 сантиметров. Вот эти вот паёлы. Здесь крепление под мачту. Центральная мачта тоже вот сделал. Вот здесь будет она крепиться. Центральная мачта из вот таких вот канализационных труб, диаметр 50. 2 штуки по метру. То есть центральная мачта у меня будет высота 2 метра. Паруса тоже уже сделаны, готовы, стоят 2 паруса. Сшили вот из такого навеса. Так, что еще показать? Ну, паруса я не буду показывать. Это у меня такая мини-якорная система будет крепиться на нос лодки. Здесь шнур и на конце якорь. Так, это у меня часть транса. Сзади лодки будет транец. Ну, это вот как бы верхняя часть транса. Я ее пока снял, тоже покрыл лаком. Сейчас работаю над нижней частью транса. Вот нижняя часть транса. Сегодня ее пришлось переделывать, потому что делал центр задней части транса. У меня здесь была задняя мачта. Заднюю мачту сделал вот из такой вот трубки. Тоже она будет 2-метровая, ну, 2 части по метру. Вот она у меня здесь была в центре, но пришлось переделывать и смещать ее в бок. Почему? Потому что пришлось делать здесь вторую. Это у меня будет руль. Руль должен быть по центру, поэтому пришлось мачту чуть-чуть вправо сдвинуть. Ну, на эту мачту будет крепиться не только парус, но и навес над лодкой. И вот сейчас вот сегодня переделывал здесь, делал крепление, второе крепление. Вот это, значит, будет под руль. А здесь будет крепиться задняя мачта. И сейчас работаю над пером руля. Делаю его вот из такой панели, ПВХ панель. Я не знаю, выдержит ли она. Если не выдержит, то тогда придется делать снова из
фанеры. 8 миллиметров фанеры. Просто все это тяжело таскать будет на тележке. Одни пайолы весят, наверное, больше 10 килограмм. Транец тоже с килограмм. В общем, пока сделал перо вот такое вот. 70 сантиметров, не знаю, будет достаточно или нет. Это одновременно перо и шверц. Боковые шверца на лодку пока я решил не делать, потому что попробую использовать весла. Я весла немножко перевернул. Вот сама лодка лежит, 3-метровая. Еще не плавал. Так, ну это вот я паруса свернутые. Вот они. Один центральный парус, общая площадь у него 2 квадратных метра, он 2 на 1. И второй парус такой же, 2 на 1, но он и парус, и навес одновременно на задней мачте. Когда надо будет навес, когда надо будет, он будет парус. Вот они два, они уже свернуты, готовы. В качестве боковых шверцов пока буду использовать весла. Я пока еще не знаю, как их там надо будет крепить. То есть я ее сделал, тут дополнительную дырку проделал на второй части весла. То есть так вот весло, а когда я ее переделываю, вот так вот, он будет вниз стоять, это как будет боковой шверц. Ну, площадь, конечно, маленькая, нужно это все экспериментировать будет на открытой воде. Посмотрим, если достаточно этого будет, то тогда я не буду делать боковые шверца. Вот будет это весло. Ну, надо будет придумать, как его там крепить по бокам, чтобы оно вот так стояло. Подумаю над этим. Если не получится, тогда придется делать боковые шверца. Да, и вот этот вот перо руля я решил сделать вот так вот. Ну, у меня будет стоять не в длину, а в глубину, потому что это будет одновременно и руль, и шверц. Ну, тоже это надо будет экспериментировать на открытой воде, посмотреть, как это будет работать. То есть, если ставить чисто под руль, тогда его нужно будет вот так делать. По длине, чтобы было. Но я сделаю универсальным. Сейчас сделаю крепление. То есть его можно будет ставить и вот так. Трубка эта двигается, то есть ее можно поднимать, опускать на разную высоту. Вот, можно будет ставить вот так, но используя это перо руля как и шверц, его можно будет крепить вот так. Ну, посмотрим, это все надо будет экспериментировать. Сейчас буду работать над креплением. Вот у меня здесь нержавейка есть. Сделаю крепление. К этой трубе он будет крепиться. Там с помощью трубок набрал тоже строй трубок, у меня их много. Это вот, кстати, тоже вот мачта центральная, вот такая вот. Я потом покажу, как это все на лодке будет выглядеть. Ну и вот из трубок сделаю рулежку. Вот здесь вот. То есть это как бы транец. Вот так вот транец. И там наверху из трубки сделаю держать ручку. Держатель, чтобы можно было поворачивать. Эта труба будет поворачиваться. Руль. Его надо рулить. Вот так вот он будет. И там трубка поворачивается. И раз поворачивается руль. Сейчас займусь скреплением. В принципе, вот такие сейчас дела обстоят. Ну, почти месяц уже вожусь. Пайолы готовы. Осталось по бокам проклеить лентой. Проклею лентой. Потом скреплю их. Надо будет склеивать их, потому что это раскладушка пайолы. Он складной. Вот. Мачты готовы. Ванты, боковые и носовые крепления тоже почти готовы. Ну, там надо будет их только по размеру подогнать. Крепиться они вот на такой штуке будут, на центральной мачте.
Навес готов, центральный парус готов. Ну, в принципе, на 70% или даже, ну да, где-то на 70% все это готово. Я думаю, до конца июля все это будет уже сделано. И в конце июня и в начале июля уже можно будет на воде все это дело проверять, как оно будет работать. Ну вот, пока работа идет полным ходом.